Выходит любой президент, тут супер Зеленский, которого так многие все-таки до сих пор обожают, и говорит: не, а у нас надо по-другому. Но когда помочь, дайте те, у кого правильно сделано. Здравствуйте, сегодня у нас интересная тема. Моделируем выборы, моделируем второй тур. И вообще я хочу рассказать на широкую аудиторию, что сейчас в головах у людей. Я провел свою собственную социологию. Давайте сразу к делу. На своем телеграм-канале я опубликовал опрос. Кстати, кто не подписан, обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал. Это важно, потому что это продолжение YouTube канала. Вот смотрите, как это выглядит. Если ваш выбор жестко ограничили, и у вас только 5 вариантов, кого выберете президентом? И попросил быть честным. 5 кандидатов называю, расскажу, почему именно они. Зеленский, Порошенко, Кличко, Арестович и Притула. Это те люди, которые, если взять медиа, общие медиа, большие, крупные в Украине, то эти 5 фамилий чаще всего рассматриваются. Посмотрите на результат. Что-то меня порадовало, что-то меня огорчило. Зеленский набрал 10%, 56% Порошенко, 8% Кличко, 19% Арестович, это ужас, 7% Притула. Проголосовало на момент создания этого видео 7749 человек, что довольно-таки немало. Сразу хочу сказать, я заявлял, что я пойду в президенты Украины. И давайте вернемся к этому вопросу тогда, когда хотя бы объявят официально выборы, начнут принимать заявки на участие. Если я сейчас ставлю свою фамилию на своем канале, то понятно, что я займу с большим отрывом первое место. Мне важно понимать, что сейчас, повторяю, в голове у людей. С большим отрывом, как вы видите, выиграл Порошенко. А теперь давайте перед тем, как мы перейдем во второй тур, я расскажу вам некоторые мысли. Когда Зеленский стал президентом Украины, во втором туре его поддержало 73% людей. Эти 73%, я скажу вам так, из них огромная часть голосовала за Голобородько, а вторая огромная часть, как, например, я, голосовали против Порошенко. И, может быть, процентов от силы 15 голосовали именно за Зеленского. В этом-то и ужас ситуации. На самом деле, прошлые выборы не выиграл Зеленский, а скорее проиграл Порошенко, который допустил массу критических ошибок. А теперь история повторяется и очень пахнет ситуацией Ющенко и Янукович. Помните? Третий тур даже вынуждены были провести, потому что явная была фальсификация. Вся страна поддержала Ющенко. И на фоне остальных президентов, конечно, я считаю, он был лучшим. Но он не сделал то, чего ожидали люди. Это привело к катастрофе, к катастрофическому падению рейтинга. И выиграл кто? Его оппонент. Вы представляете? Ну, зэк это уже такое. Хотя, как такое? Это же президент. Выиграл человек, который доказано в суде, что фальсифицировал выборы. Такое возможно только в постсоветской стране. И сейчас то же самое. Я знаю, что власть... Почему вообще это видео снято? Я эту тему муссирую. Власть активно готовится к выборам. Весь Киев гудит, политтехнологи при работе, придумываются схемы, комбинации, идет торговля готовыми партиями, есть отдельный рынок, кто не знает, уже готовых партий, которые покупаешь, переименовываешь, готовятся и к парламентским, и к президентским выборам. Я утверждаю, что главное все-таки президентские. Вот этим я объясняю 56% Порошенко среди моей аудитории. Кстати, я хочу подчеркнуть, кто вообще первый раз на моем канале. У меня тут порохобота вообще-то нету. И у меня довольно-таки критическое отношение к Порошенко. Я сразу говорю, я не агитирую за него. На моем канале достаточно критических видео и в его адрес. Но нужно жить сегодняшним днем. И я вам рассказываю, как считает моя аудитория. Это не за Порошенко 56%. Это против Зеленского скорее. А если такое большое количество людей, это, я понимаю, там может быть в полном смысле слова не репрезентативная группа, но... Поверьте, вот эти 7750 человек – это что-то. И дальше я предложил второй тур. Почему я туда внес, вы сейчас увидите на своем экране, почему я туда внес Зеленского и Порошенко. Что 19%, которые проголосовали за Арестовича, никогда Арестович не выйдет во второй тур. Я просто не верю, что в Украине столько безголовых людей. Это скорее еще один акт и жест полного разочарования. Но что положительного даже, кстати, я могу найти толику позитива в этом. Люди хотят нового. Люди устали от этого нафталина. Итак, на ваших экранах результаты моего второго тура, который я провел опрос на своем телеграм-канале. Допустим, второй тур. За кого вы? Давайте опустим комменты, что все плохо и выбор без выбора. Все это понятно. Потому что действительно так. Сейчас и все равно написали там ни за кого, бюллетень сожгу. Там нужно понимать, что в голове у вас, и все-таки или-или. Нельзя не ходить на выборы. И как вы видите, перед созданием видео 9% было у Зеленского, но уже сейчас делаю видео и 10% у Зеленского, 90% у Порошенко. И это, друзья, это
Не надо с этого смеяться. Кстати, проголосовало 7 тысяч человек практически. Не надо смеяться с этого. Это очень важные показатели. И я делаю это видео, чтобы вы задумались. Еще раз, это не столько рейтинг Порошенко, это рейтинг разочарования. Скорее, это антирейтинг Зеленского, я вам так скажу. Я думаю, что если отправить во второй тур, я проведу этот эксперимент и опубликую здесь на YouTube. Но вы, чтобы не пропустить и участвовать, обязательно на Telegram и подпишитесь. Поставить, мне кажется, любую фамилию, ну кроме там совсем уж каких-то зашкваренных, Зеленский проиграет второй тур. Среди адекватных людей. Я настаиваю, что моя аудитория адекватная. У нас могут с вами расходиться там точки зрения, это вообще нормально. Но я уверен, что все вы хотите вернуться в Украину и хотите лучшего для своей страны. И эта вся история пахнет глобальным разочарованием. Когда пахнет глобальным разочарованием, все всегда сводится к выбору. Выбрать среди двух зол меньше. Или не среди двух, но выбрать меньше. И, к сожалению, большинство выборов президента Украины к этому всегда и сводились. Да, я просто призываю вас к одному, голосовать за идеи свободы. Я как попугай, может, уже повторяю, как за свободу личности, за свободу экономики важно. За свободу слова, сейчас мы увидели, насколько это важно. За соблюдение прав человека, без этих базовых вещей, без того, что представители креативного класса станут номером один, на который все молятся, а не чиновник. Без этого мы государство не построим. И нужно голосовать именно за такого президента. Но почему я сейчас, даже я в своих видео оперирую такими как бы нафталиновыми, многим так кажется, фамилиями? Потому что вот я хочу либертарианства, но не может с совка или постсовка быть скачок сразу в либертарианство. Все-таки какая-то ступенька, как минимум одна, переходная, на пути туда, куда нужно, она будет. Вполне возможно, что на следующих выборах, которые, я убежден, состоятся в 2024 году, скорее всего весной, в худшем случае осенью, и уверен, война будет заканчиваться уже к осени, потому что 5 ноября выборы президента США, которым все закончится, 100% я в этом убежден. Это мой прогноз, если хотите. Так вот, возможно, следующий президент еще будет не тот, который нам с вами нужен. Но я подчеркиваю, я посмотрел, я не люблю этого Олежка, это явно там порошенковский блогер, он уже в политической эмиграции, на него наехали. И хороший он там пример. Я первое видео в жизни посмотрел, мне сбросили, он рассказывал, почему он уехал. Он хороший пример привел. Того же Стерненко, который что только не вытворял, а его никто не тронул при Порошенко. И там куча блогеров, я называл фамилии, была в ту эпоху, когда Порошенко был президентом. И никто никого не тронул. Так вот, при Зеленском мы видим совершенно другую историю. И не надо, пожалуйста, съезжать на войну. Потому что война сейчас идет и в Израиле, и там вообще еще неизвестно, чем закончится. Честно говоря, там может начаться еще похлеще, чем в Украине, или как минимум не менее жесткие вещи. Там уже немало жести произошло. Я не слышал никаких блогеров израильских в эмиграции, никаких журналистов, никаких притеснений, никакого телемарафона. Я не слышал этого всего. А в Украине много чего происходит. В Украине происходит узурпация власти. И я не хочу в очередной раз заниматься критикой Зеленского, Ермака, наездами какими-то на них, обсуждениями. Для меня, честно вам скажу, эти люди уже не интересны, и по большому счету в моей голове их не существует. Они пока для меня существуют, к сожалению, в ленте новостей. Это все сбитые летчики, это все мафиозное управление государством. Я хочу отойти от этого, я хочу это проехать, я хочу концентрироваться на будущем. Потому я сейчас буду выпускать, вы видели последнее видео, предыдущее видео было о том, как вернуть украинцев в Украину, потому что это серьезная идея, я считаю, это обязательно нужно, без этого дальше нет смысла о чем-либо говорить. Надо говорить о будущем, в худшем случае о настоящем. Но это настоящее, во время войны так быстро меняется. Вот я и представляю вашему вниманию свою социологию, лично мной проведенную, и призываю вас присоединяться, и мы должны подумать о том, что нам предстоит марафон. Мне часто, я на стримах отвечаю: Денис, ну скажи какой-то волшебный рецепт. Люди даже разочаровываются во мне. Ой, ты вот там говоришь, а вот ты скажи, ты ничего не делаешь, что делать? Марафон, не спринт. Ничего быстро сделано быть не может. Настраивайтесь в длинную. Возможно, даже следующий президент будет нужная нам ступенька. Если следующий президент предоставит свободу экономики и хотя бы свободу слова, нам с вами этого будет достаточно, чтобы через одну ступеньку следующей было уже настоящий путь к либертарианству. То, что сейчас происходит в Аргентине, Хавьер Милей, напоминаю, во втором туре. И хочу предостеречь вас от ошибок. Хавьер Милей безоговорочно выиграл праймерис. Так? Но на выборах он занял второе место, по-моему, на 6% его опередил действующий министр экономики Аргентины. Вы представляете тупость и дебилизм большинства аргентинцев
Потому что они выбрали человека, не выбрали, проголосовали большинство за человека в первом туре. При том, что инфляция, он занимается экономикой, министр экономики, инфляция, там, не знаю, 100%, девальвация песо, там, тоже больше 100%. Это кошмар. У вас в стране экономический крах. Они голосуют за министра экономики. И я боюсь очень похожей ситуации, которая может произойти и в Украине. Когда там, где провал, а люди будут поддерживать, потому что им опять какие-то мантры порассказывают. Нет, путь к свободе. Но, возможно, на этот путь будет через одну ступеньку. Поэтому задумайтесь, и парохоботы, и зелеботы. Я считаю, у Порошенко, вот мне не нравится, что он притих. Я понимаю, наверное, на крючке компромата после Медведчука. Возможно, ему сказали, сейчас не мути воду, потому что создадим проблемы. Я считаю, сейчас ему нужно вступить в игру. Не надо заниматься вот этим из-за кустов, что там кто сдає країну, если будут мирные переговоры. Вот этого делать не надо. Нужно сконцентрироваться на успехе и на будущем Украины. И просто в свою программу внести и выполнить хотя бы несколько базовых свобод. Я не жду от Порошенко ту программу, которая у меня написана. Я не жду, что он меня позовет в чем-то там участвовать. Я этого или людей, подобных мне, нас очень мало. Нас мало, но мы в тельняшках. Я не жду этого. Но базовых свобод. Если при Порошенко будет свобода слова, демократия, и он даст экономические свободы малому и среднему бизнесу, вообще в Украине кто такое сделает, он может не знаю сколько править и памятник такому человеку поставит. Нельзя скатываться в этот нафталин, сводить счеты личные, вот эти все леваческие идеи сюда продвигать. Вот в это главное нельзя скатываться. Поэтому действующие власти, как показывают мои соцопросы, большие проблемы, сколько бы они ни рисовали. Слышите, сегодня вышла новость, американский Newsweek издание, там тоже свою социологию замерил, статью взяли, конечно же, чуть-чуть переиначили и по всем пабликам, крупным телеграм-каналам расшарили, особенно тем, которые власть курируют, те, которые не курируют, они проплатили. Слушайте, как они интерпретируют. Американцам больше нравится Зеленский, чем Трамп и даже чем Байден. Люди, откройте любой новостной паблик, Fox News, NBC, любые новости американские, все ведут страницы в Instagram. И любой пост про Зеленского набирает тысячи комментариев. 99,9% хейт, троллинг Зеленского. О чем это говорит? А уж Трамп или Байден, американцы определятся. Трамп или Байден, но американцы знают, что у них никто не отберет базовых свобод. Свободы слова, экономических возможностей, кредитования, ипотеки и все остальное. Могут условия быть хуже, лучше. Вот сейчас ужасный момент в экономике США и ужасный исторический момент. Но это же не значит, что если сейчас так какой-то человек сядет, и в Америке масса блогеров, просто невероятное количество, политических в том числе, и просто люди вот так включают камеру и записываются. И что-то даже супер там обидное скажет на Байдена, действующего президента, ничего не будет. И счета ему не поарестовывают, и домой не будут вламливаться, и охота за ним не начнется. И при Трампе такое было, и при Обаме ничего страшного никому не было, и Буш, и кто угодно. Потому что институты управляют, а не люди. А у нас считается президент гарант Конституции? Нет. Институты гаранты Конституции. А если у нас гарантии Конституции упираются в одного человека, то плохи наши дела. Именно поэтому я считаю, что Конституцию в Украине нужно менять, брать за основу Конституцию Джефферсона американскую. Чуть-чуть, может быть, какие-то вкрапления и по ним жить. Нужно брать то, что делается в лучшей стране мира. А то у нас люди как-то странно привыкли жить. Оружие, Америка, дай оружие. Хорошо, нате вам оружие. Все оружие, все боеприпасы произведены на частных заводах. Я уже это 20, наверное, раз повторял, но 21 будет не лишним. Но в Украине нет, только государство должно заниматься. Вот государственные заводы, рынок закрыт, монополизирован, и все. Частного рынка там быть не должно и не может. Ладно, Америка, дай денег. Хорошо. Но в Америке куча регионов, где вот я живу в таком, во Флориде, 70% испаноговорящих. Вообще люди не бум-бум на английском. В такси садишься, он даже привет, наверное, не знает, как сказать на английском языке. Нет проблем, все живут. Конфессии, религии, все в национальной одежде, ортодоксальные евреи, никто никому в голову не придет, тронет. Но в Украине травля за язык идет. То есть мы хотим, дай нам кто-то что-то, страна, которая живет по другим ценностям, по другой экономической модели. Но когда приходит время о нас говорить, выходит любой президент, тут супер Зеленский, которого так многие все-таки до сих пор обожают, и говорит, не, у нас надо по-другому. Но когда помочь, дайте те, у кого правильно сделано. Вот задумайтесь, почему так. И кандидатов в президенты тоже призываю задуматься. Особенно Порошенко. Придется раскошелиться, потому что Петр Алексеевич, телевизор вам никто не даст.
расскажу, как отобрали у Коломойского 1+1. И никто не даст вам никакую предвыборную кампанию нормально провести на телевидении. Ваша надежда – это только YouTube. И вы, наверное, сами это понимаете. Спасибо, кто досмотрел видео до конца. Пожалуйста, подпишитесь, это важно. Кто подписан, поставьте колокольчик. Я посмотрел статистику, только 12% поставили колокольчик. Поставите колокольчик, оповещения моих видео будут приходить вовремя. Пишите ваши комментарии по поводу моих соцопросов. Подписывайтесь на телеграм-канал, чтобы участвовать в моих соцопросах. И вам это все точно будет помогать. Жду ваше мнение. Пока.